Мотив тот же самый. Либо потом... Все, вот это основа, на этом вот это вот все строится, вот это вот все ужасное многообразие ноток. Спустя 2 дня дикого пота и оранжа. 5:47 нахрен утра. Ну тут просто мурашки, я не знаю, я когда слушал, думаю, вау. Morrowind, третья часть свитков. Для меня эта игра оказала огромнейшее влияние действия. Когда батя принес диск, я засел в эту игру на много лет. Так ни разу и не пройдя, потому что это лучшая игра. Но тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже приплыли в Morrowind. Нас выпустят, это точно. И что самое главное в ней, это именно атмосфера. Атмосфера это что? Это лор, который есть в игре. Куча внутриигровых книг, которые можно изучать просто часами. Саундтрек просто великолепнейший. Сегодня мы как раз попробуем разобрать заглавную тему Call of Magic. Когда я ее слышу, просто слезки. Я не знаю, я просто слушаю, я понимаю, что это один из лучших игровых саундтреков вообще в мире игровой индустрии. Замечательный композитор Джереми Сол просто лучший, потому что он в следующих частях Oblivion и Skyrim показал им свое мастерство, еще раз его подтвердив. Всем известный Девакин, там, Skyrim, все знают этот саундтрек, хоть как-то кто связан с играми, хоть немножечко. Давайте попробуем разобраться с оркестровкой Call of Magic и объясню, что какие основные элементы, на чем все строится. Итак, обыгрывается все очень просто. Есть основной мотив, который играет сверху, справа, вот тут вот. И есть слева основная гармония. И эта гармония просто потом обыгрывается оркестром. Типа там струнные, брасы и так далее. Давайте посмотрим, в чем суть. 4 аккорда. И все, потом то же самое все повторяется. То есть суть в том, что у тебя есть 4 аккорда, вот эти. И потом ты просто их тупо хреначишь. В одном только месте он меняется на фа. И все. Потом просто это все оркеструется, но мотив тот же самый. Либо потом... И все по новой. Но прежде чем мы продолжим, я покажу, как я начинал ее разбирать. Был дикий пот. В общем, сейчас пишу основную тему, вот так она выглядит примерно. На этом все строится. То есть сначала я пишу основную пианистскую тему, а потом уже буду аранжить. Слушаю внимательно оранж, стараюсь услышать все нюансы. Если что, гуглю нотки. Очень удобно, потому что сразу вы можете чекнуть, что как выглядит. Вот, 3/4, там какая-то тональность, какие там основные мелодии, как там идет гармония и так далее. Спустя 2 дня дикого пота и оранжа. 5:47 нахрен утра. Итак, вот проект основного саундтрека Call of Magic в FL-ке. Значит, основная суть. Вот все, что тут в виде аудиодорожки, это все та же самая MIDI-паттерн, просто я срендерил для того, чтобы комп не залагал, иначе у меня просто комп взрывается. Значит, в чем суть? Основной мотив строится вот на этих 2 арфов, которые в самом начале идут. Все остальное это лишь гармония, добивка струнными, там, брасами и так далее. Но самое главное это вот у нас арфа. Значит, здесь у нас есть основной мотив, вот этот вот первый. Тун-тан-тан. Идет просто вверх-вверх-вверх, доходит до пика, потом идет вниз. Потом опять повторяется. Это очень важно, потому что основной мотив будет развиваться у нас по протяжении всего трека. Вот потом идет развитие. И как бы второй мотив, который идет просто вниз. Низ, низ и так далее. Потом переход, развитие, а потом опять все то же самое повторяется. Также прошу заметить, что у нас 3/4 в проекте, то есть 3/4 это важно. Как бы вальс, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Основные элементы еще также это у нас вот эти вот тома, которые постоянно фигачат. На протяжении всего саундтрека, то есть они вообще не прекращаются. Вот. Потом их где-то больше становится. То есть драмка все время идет, духовые, струнные. Вот второй мотив. Струны добавляются, развитие идет, нагнетается динамика. Вот, и потом переход на вторую часть. Вот, у меня получился более симфонический вариант, вот, поэтому не совсем копипаст, но получилось даже еще масштабнее. Ну ладно. Суть. Первый вот у нас сначала идет.
Арфа так и остается, просто две арфы слева-справа. Это максимально странно, потому что обычно арфа всегда одна, но тут у нас две получилось. Виолин стаккато, то есть это самые высокие скрипки, они просто стаккато играют. Все, струны больше ничего не играют. И брасы. Вот. То есть нотки какие? Те же самые, что и мотивные. То есть та-да-да-да-да-дан, до, ре, ми, бемоль и так далее. Просто основной мотив обыгрывается. И флейты. Точнее, деревянные. Тоже сам играет мотив. И играют, повторяют немножечко аккорд. То есть, как видите, не так часто играют, но на мотив очень похоже. Те же самые ноты. Копипаст аккорда. Очень важно здесь понимать, что все инструменты очень много в куче, и сложно было снять их прямо на слух, я все снимал на слух. Поэтому некоторым, возможно, некуда отличия есть, но суть та же самая абсолютно. Вот, потом вступают струнные. Какие аккордики у струнных? Все, в принципе, не сильно сложно. Так же, как и мотив, то есть у нас терция такая. Первый аккорд у нас до минор, первая ступень. Потом у нас аккорд третья ступень. Ну, чтобы было как бы трагичнее, что ли, добавляется еще вот соль, си бемоль. Как бы это объяснить-то, ёб-моё. У нас все в до миноре. Первый аккорд у нас до минор, то есть первая ступень у нас играет в самом начале. Потом у нас идет третья ступень. Это от нотки третья ступень, это значит третья нотка в тональности. До, ре, ми, бемоль, вот это у нас третья нотка. Чтобы было понятно, вот вы с кейс выбираете, минор, натурал, все, бахаем. Первая нотка, третья нотка, от нее аккорд, вот как видите, от третьей нотки. Потом у нас идет аккорд от этой нотки, то есть получается у нас это от седьмой нотки. То есть седьмая ступень в аккорде, и потом шестая. Грубо говоря, первый аккорд сначала идет вот так. Через одну просто нотки убираете. Потом копипаст у нас вот это вот нотки подводим. Потом у нас седьмая ступень. И потом у нас шестая. Все. Давайте просто послушаем, чтобы было понятно вам и мне. Вот первая ступень, потом третья, седьмая и шестая. Копипаст, потом все то же самое. Первая, третья и потом четвертая такая вот ступень. И потом опять шестая. Все, вот это основа, на этом вот это вот все строится, вот это вот все ужасное многообразие ноток. Сверху у нас мотив всегда проигрывается во всех практически инструментах, и снизу у нас гармония. Но по сути это вот эти вот 4 аккорда, которые меняются друг за другом. Все. Все остальное лишь просто наслоение и огромный лейер инструментов друг на друга, потому что все остальное в принципе несложно. Самое сложное также подобрать громкость, чтобы все примерно перетекало в друг друга. Давайте разберемся, что дальше идет. То есть бас у нас тоже вот здесь играет, который вот этот бум-бум. Это у нас просто повторяет аккорд, как видите. Первая ступень, третья. Шестая здесь была добавлена для того, чтобы было более насыщенно, как бы. Вот опять первая, третья. Частенько седьмая и шестая ступень меняются местами гармонии, чтобы было какое-то движение тоже гармоническое. Но по сути это 4 аккорда. Просто первые два всегда одни и те же. Третий, четвертый меняется местами иногда в некоторых случаях. Вот. Мотив тот же остается, гармония та же. Эти деревянные инструменты играют у нас вот типа в терцию получается, в третью нотку от аккорда. Это дает больше эмоциональности. То есть, допустим, если у нас вот такой вот аккорд, да, до, ми, бемоль, соль, то вот этот именно терция, третья ступень в аккорде, она будет более эмоциональная. Если мы сделаем вот так, например, то есть будем просто нотку в первую. Тоже классно, но так чувствуется больше давление. Вот. Это прям мелочи, но когда у вас много инструментов, и они будут друг с другом вместе сыгрываться, это будет сильно важно. Вот. Потом идет развитие, переход такой к части, к основной, наплыв громкости. Мотив уже, как видите, арфы нет, вот харп, и остается только ну что следующее. Давайте вот так вот я сверну, чтобы было виднее. Вот в струнах добавляется этот же мотив, то есть вот так вот он звучит. Но в чем суть? Как видите, в принципе, все то же самое.
Иногда вместо баса используется 5-я ступень в аккорде. То есть, допустим, если у нас было вот такое, должен быть аккорд, да? Частенько убирают вот эту вот нотку и ставят то, что у нас сверху. То есть ее вставят в бас. Грубо говоря, это когда у вас, например, есть аккорд, да, и вы хотите сделать его поинтереснее по басу, то у вас, например, есть до, ми бемоль, соль, да. Частенько ставят аккорд вот так вот. Вот, и это тоже, в принципе, окей. То есть так более выраженный мотив, чувствуете, да? Та-та-та-та, хочется повести дальше. И это, в принципе, окей. Сейчас вот так. Вот на этом тоже очень много строится. То есть не пугайтесь, если бас у вас вместо такого выглядит вот так. Так мотив более прослеживается, бас не так уже важен. И это очень часто использование в оркестровке так, чтобы у вас не просто аккорд был снизу, а именно какая-то квинта, например, в басу. И это добавляет больше такого наплыва по эмоциям. Мотив просто тот же самый, все нотки переносятся в струнные, и все. От арфы. Вот, снизу ничего не меняется, также бас идет, мотив идет выше. Очень много громкости, здесь вот есть modulation. Используется следующее. Cinematic Strings. Тут тоже Cinematic Strings. Бас тоже Cinematic Strings. Вот, давайте пойдем дальше. Брас тоже очень важная тема, потому что они добавляют очень много яркости. Брас у меня следующий, это Symphony Essentials. По сути, он повторяет те же самые нотки, что и струнные, но брасы очень сильно яркие, они по высоким очень сильно яркими дают, поэтому их важно не сильно много нот добавлять. То есть они в основном по октавам, то есть как видите, фа, соль, до, то есть они те же нотки, в принципе. Ми бемоль, ну либо ре диез, если мы в фелке, соль. Это очень важно, то есть все октавами идет. Вот октавы. Вот октавы, вот. И это все копипастится друг на друга очень много раз. Вот, поэтому, в принципе, одни и те же нотки. Если мы вот так уберем, то, в принципе, гораздо проще выглядит. И ничего страшного в этом нет. Просто одни и те же нотки, по сути. Как видите, С. Вот. И, по сути, это одна и та же нотка. Но чтобы было плотнее, используются очень часто октавные такие штучки в брасе. Также не забывайте постоянную смену громкости. Тут modulation fill. То есть, когда играет modulation fill, динамика меняется. То есть, если вот так или вот так. Очень тихо, но при этом не громкость влияет, а именно выдыхание человека, который дует в дудку в эту. Тоже у нас деревянные также на фоне остаются. Тоже Symphony Essentials, вудвинды, очень мне нравится. Вот. Флейта тоже вудвинды была. Все брасы у меня Symphony Essentials. Те же самые аккорды, без мотивов, просто аккордики хреначат. И потом развитие, самая яркая часть. Все то же самое, просто все на октавах больше и все больше громкости. Давайте прям, чтобы вы кайфанули, вжиблю отсюда. Идет на спад. Ну тут просто мурашки, я не знаю, я когда слушал, думаю, вау. Потом лютый спад, остаются барабаны опять же. Барабаны всегда бьют. Потом там идет понижение темпа, я сделал автоматизацию на темп. В конце там барабаны очень сильно замедляются. Все, и концовочка. Вот, саундтрек на 2 минуты, но легендарный вообще, конечно. Давайте еще раз по очереди. Барабаны у нас были... Перктом я использовал... Damage библиотека для контакта. Офигенная вообще, очень крутые барабанщики. Просто убийство. Вот, про несколько раз вот таких ударов. То есть прям перкуссии. И такие вот еще немножко тома. Это Action Strikes, тоже хитсы. Они дополняют немножко живости. То есть если мы в соло послушаем их, вот, оркестр Symbols, это у нас тоже такие вот... Это именно тоже как раз damage перкуссии. Вот, и залейрил еще кашемиром. Кашемир — это оркестровые Symbols.
Еще вот такие вот есть тимпани. Очень много, короче, оркестровых таких перкуссий. Использовал в данном случае вот такие вот хитсы. Очень простые, влияют чисто на ваш удар по velocity, и это круто. Так. Струны там вообще жесть разносятся, то есть они прям... Мотив просто вышел на 2 октавы выше, то есть либо вот здесь вот было, либо вот здесь. Прям очень высоко. Тут просто все аккорды гармонии. Если их мы берем, то суть мотива не меняется. Ну, пустовато. Вот, поэтому как раз здесь и есть гармония для того, чтобы держать очень хорошо струнные. Снизу тупо октавы, вообще тупо октавы. То есть друг на друга одни и те же ноты. Вот. А уже сверху добавляется терция, либо квинта, вот как видите. То есть здесь вот терция, как было в начале, здесь вот тоже. Также не забывайте, что очень важна длина струн. Струны немножко резко заканчиваются, поэтому я всегда их продлеваю не вот так вот, а чуть подальше. Для того, чтобы, когда я нажимаю какой-либо звук, потому что если будет вот так, например, то они будут слишком быстро затихать, и это будет тупо. То есть это слишком роботично звучит. Вот. А если сильно далеко будет, все лейерится друг на друга. Поэтому важно оставлять небольшой хвост при VST-шном сведении. Вот. Это очень важно. Также, чтобы плотный бас был, используется пиццикато бас такой. Пиццикато бас, значит, с пальцем ударяется по басу. Те же самые нотки, что и в басу. На самом деле, без перкуссии все как бы бессмысленно. Оно такое, знаете, оно идет, но нету разделения частей. И именно здесь перкуссия максимально важна. То есть именно вот эти вот удары, хиты эти, очень важно. Вот, потом идет все на спад. В струнах тоже так же, как видите, идет все на спад. Но это в конце мотив та-та-та-та-та. Ну и как раз это офигенное решение. То есть в чем прикол мотива? То, что первая часть мотива идет вверх, как бы возвышение, и потом вот это та-та-та. Ты как бы расслабляешься, это снятие напряжения. И это офигенно работает. То есть если вы будете писать мотив, который будет все время вот так вот прыгать, скакать то вверх, то вниз, то будет слабо. Также очень важно, что у нас первые скрипки, что было поярче, они делают эту штуку. Такие очень прям высокие. Такие немножко программные, конечно, но в миксе хорошо сели. Вот. То есть это прям по отдельности каждая скрипка. Это вот Spitfire скрипки, очень крутые. Вот. В Морвинде, именно в оригинальном саундтреке, очень близко были инструменты расположены. Я взял чисто симфонические, то есть у меня инструментов побольше, чем в оригинале, вот, поэтому звучит немножко дальше, чем мы привыкли слышать, но тоже мощно, мощнее даже стало. Ровно такая же идея со струнами, то есть есть большой оркестровый инструмент струнных только, и потом первые скрипки, которые очень близко к вам. Также у меня используется Тина Го здесь. Тина Го — это охрененная виолончелистка, и вот именно вот эта виолончель, которая часто в Морвинде присутствует, она тоже используется здесь. Вот, Тина Го, офигенно вообще. Вот такой вот низастый саунд. Довольно-таки круто звучит. Добавляет яркости и добавляет плотного низа, потому что низ, когда очень много оркестра, размазывается. Вот, то есть самое главное, 4 аккорда эти же и остаются, основной мотив сверху, падающий мотив тоже таким же остается. По сведению, в принципе, ничего сверхъестественного нет, только прокюшки иногда используются. Где-то чуть добавляю верха, где-то убираю немножко низа, но в целом главное именно подобрать нужный баланс громкости. То есть у вас постоянно меняется также громкость везде, на всех инструментах практически. То есть, допустим, если возьму струны, да, здесь правой кнопкой нажимаю, здесь у меня есть String Sus Modulation Fill. Это для того, чтобы, когда играют струнные, менялась именно modulation. Это значит, что ВКонтакте это именно влияет на громкость чаще всего, либо на динамику игры. Как видите, она постоянно у меня влияет. То есть, допустим, если я сейчас включу чисто паттерн этот, то есть тише-тише, потом резко начинается громкость. Если у меня было бы вот так, было бы очень тупо. Не тащит, а вот так.
Поэтому постоянная модуляция громкости очень важна. Не именно velocity вот здесь и как вы нотки расставляете, а также очень важна эмуляция игры, потому что живой музыкант никогда идеально ровно не сыграет. Ровно такая же идея с басами, с брасами и так далее. То есть если мы возьмем брас какой-нибудь, да, давайте вот брас у Ensemble, вот, и здесь посмотрим, как здесь сделано. Тут то же самое, то есть, как видите, тоже постоянно наплыв громкости, и потом у нас слетает. В самых ярких местах она максимальный пик имеет, в тихих местах она потихоньку спадает, вот, то есть, вплоть до нуля громкости практически. И это очень важно, то есть, это все очень просто сделать. Тут нажимаете Browse Parameters, ищите именно Modulation Fill правой кнопкой, и именно я сделал это в Piano Roll, мне так удобнее. То есть вот Edit Events нажимаете, вот у вас открывается Piano Roll, где все вы редактируете. Мне так удобнее было. Можно отдельно Create Automation, чтобы у вас была автоматизация именно отдельным клипом, как вот здесь у меня, например, на Tina Go, у меня здесь Volume. Тоже возможно, но в Piano Roll мне удобнее. Потому что потом у вас будет дохрена автоматизации в 1000 дорожках, это вам не нужно, потому что иногда Modulation и Express еще используется одновременно, и еще что-нибудь потом еще добавляется. Вот, это неудобно. Потом заканчивается финал, драмка стихает, все инструменты тоже гораздо тише становятся. Заканчивается все на тонике, чтобы та-та. То есть тоника — это у нас до минор, первый аккорд самый, используется в тональности до минор, первый аккорд до минор, как бы очевидно. Вот. И все, и концовочка. Суть. Имейте основной мотив, который идет какую-то в одну сторону, потом разрешайте это вторым мотивом, который идет вниз полностью, то есть потом второй мотив, который и пошел вниз нахрен. Потом следующие 4 аккорда, которые все время используются как основа для гармонии, вы их немножечко добавляете, разбавляете. Ровно такая же оркестровка. Вы сначала делаете как можно меньше нот, потом потихоньку наслаиваете, где-то там терцию добавляете, то есть именно все ступени озвучиваете другими инструментами, брас добавляете больше громкости, хреначьте драмки, чтобы у вас все сверкало, ярчило, и все. Давайте по поводу мастера. У меня в первом стоит Аммаак, добавляет яркости и на 5 кГц у меня в данном случае, для того, чтобы все инструменты стали чуть понятнее. То есть если без мастера, я еще озон не врубал, потому что озон врублю, у меня комп точно сдохнет сразу же. Давайте я врублю вот где-нибудь на самом ярком месте. Вот без. Фаб-Питер здесь добавляет тоже 2 кГц, чтобы было понятнее. И немножечко также высоких. И потом на зоне что у меня стоит? На зоне у меня стоит следующее. Немножко эксайтер по всем частотам, чтобы было поплотнее. И мейджор. Очень сильно развожу. В оригинале трек звучит очень так зажато по верхам, но при этом очень яркий, потому что там маленький битрейт. Вот, и я не знаю, какое было изначально качество он. Вот, я скачал в плохом качестве и ориентировался по референсу на него. Вот, поэтому немножко добавлял широты, там было очень широко. Потому что очень близко инструменты, они, как всегда, очень широко. Чем дальше у вас инструменты, тем панорама ближе становится к центру. Но это логично. Если вы сидите в оркестровом, в филармоническом зале, и от вас очень далеко оркестр, ну, вы примерно в центре его слышите, потому что сцена перед вами. Если вы слишком близко сидите к оркестру, то у вас звуки будут то слева, то справа, потому что сидят инструменты, а точнее люди вот так вот по кругу, вот как от дирижера. Короче, посмотрите картинки, все понятно. Вот, и немножко максимайзер добавляю громкости просто потом. Давайте попробуем врубить с озоном. Разница не сильно большая, но она есть. В принципе, даже можно не так сильно перебарщивать с серединой, побольше добавить высоких. Вот такой вот финал. Попробуйте сделать что-то похожее. Это очень сильно залипательно. Это можно сидеть прям буквально несколько часов, не отрываясь, и это будет только кайфовее. То есть в чем суть? Есть основной мотив, который идет вверх, потом второй мотив, который та-та-та-та, все разрешает. 4 аккорда, которые на всем это держит вся гармония, потом наслаивается просто тупо оркестровым. Очень много инструментов. Просто лейерится потихоньку. Чем ближе к финалу, по такому яркому, тем выше нотки, тем мотив повторяется в других инструментах. Больше просто разных интервалов, но при этом не переборщите, чтобы не было каши. Постоянно изменяйте громкость, она будет вам тоже дополнять всю идею. Буду рад, если подпишетесь на этот канал. Также ставьте лайкос, пишите комментарий, какой у вас любимый саундтрек, и понравился ли вам этот саундтрек. Мне кажется, это вообще просто, я это считаю лучшим саундтреком вообще в игровой индустрии. Вот, и также я провожу свой курс, там будет отдельно большой этап про киномузыку. Я буду рассказывать про оркестровки очень подробно, про теорию музыки, про возможные всякие штуки. В конце мая набор, это 2020 год, в конце мая, в начале июня набор будет. Все, благодарю, обнял.
Желаю вам офигенного эмбиента, офигенного саундтрека, вообще во всем смысле. Саундтрека к вашей жизни. Пишите свои любимые саундтреки, я попробую разобрать еще следующие. Скоро на подходе у нас будет Ведьмак, Warcraft и Властелин колец. Вот эти саундтреки, которые я хотел бы очень сильно разобрать, потому что они легендарные. Вспотеть надо сильно жестко, но что не сделать. Я очень хочу попробовать повторить и какие-то основные фишки вам рассказать. Все, благодарю, обнял, до следующих видосов.